первая вещь — это вот рыжая корова. Да, помните, мы с вами еще давно это как-то обсуждали, уникальность, так сказать, объекта. Ну, Да. где ее, эту красную корову взять, да еще там, чтобы этих пятнышек не было. Там, ладно, ермо там и так далее, это понятно, что если она такая рождалась, то уже хозяева могли, как бы это сказать, проследить, чтобы она там не повредилась и так далее. Но сам факт. Вот у меня, знаете, возникло ощущение, откуда это взялось, так сказать, это ведь неспроста. Понимаете, это, как бы сказать, вот представим себе, что была бы такая ситуация, когда вот выйди во двор, так сказать, там отрежь ветку, так сказать, и это будет то, что надо, да? Понимаете, это было бы очень индивидуально тогда. Даже если бы это было написано, что это, так сказать, нужно, один человек делает, коэн, допустим, да, первосвященник. А вот мне кажется, это вот, знаете, это вот для сплочения народа это идеальная вещь просто. Когда вот в момент, а, а, вот когда это подходило, это время, вот весь народ начинал, так сказать, единодушно, так сказать, целенаправленно искать такое вот животное, понимаете? Вот это вот может быть самый лучший способ сплотить всех, так сказать, понимаете, вот эту идентичность почувствовать. А, Вот я не знаю, может быть, я здесь ошибаюсь, так сказать, вот какое ваше ощущение? Ну, там, если мы в эту сторону начнем думать, то мало того, что это задание, правда, задание для всего народа, то есть все становятся внимательным. При рождении теленка, точнее, теленка женского пола, маленькой телки, при ней уже все внимательно следят, какого она цвета. После того, как выяснили, что она таки золотистая, то вот ее начинают беречь, и, может быть, не одну. И может быть не Может быть, их одну. 3, 4, 5. То есть это же порода просто вот такого золотистого И цвета. вот Это мы просто начинаем обмениваться этой информацией. То вот там есть так, у того есть такая-то. Нет, это не совсем то, потому что у нее там есть там, ну, я не знаю, на ноге там пятнышко, так сказать. А вот да, у того есть. И это, по-моему, лучший способ просто вот, как бы сказать, да. сплотить народ. И это же важно было. И И вот, мало того, и туда еще можно добавить о том, что есть комментарии о том, что животными, особенно коровами, занимались-то в основном женщины. При доме женщина занималась коровой, потому что мгм, пасли овец мужчины, да, нужно в степь было. И то мы знаем, что маленькие девочки, это уже по Рахель и Лея, там, да, да. мы знаем о том, что девчонок просили пасти овец. Но коровами точно занимались женщинами, доили их женщины, в общем. Да, поэтому весь То есть это народ еще и подключение всех. видел, Да. да, И именно я вот так. представляю себе это, я, знаете, это самое, когда я додумался до этой мысли, и это я не сейчас додумался, на самом деле, это несколько лет назад, я просто как-то может быть, я даже кому-то это я так между делом рассказал, так, но я хочу сказать, что я вот представил себе, знаете, такую сразу, как бы это сказать, такую картину представил себе, как весь народ, так сказать, вот действительно обсуждает, ходит, понимаете, эти, там, к соседям, к другим, кто-то говорит, что вот там-то видели, ну и так далее, да. Это И вот, очень важно, здесь нет привилегий. Корова может родиться в да, самом бедном Машаве. И тогда абсолютно. все вокруг говорят: о, там у Мошки в Машаве родилась такая корова, может быть, она будет вот Вот, та да, а самая. на самом, Это и равенство народа, и да, присоединение всего народа к одной задаче. Да, это правда, это правда. Это мысль о том, что корова объединялась, была точкой, которая объединяла весь народ. Да, она очень хорошая, очень красивая. Да. вот, теперь, значит, следующая мысль, это вот уже я подчеркнул из вашей лекции, как раз по поводу главы.
значит, что ритуал не может не быть непрерывным. Вот то, что вы сказали, там можно ли там на третий день пропустить, а на седьмой день сделать 2 раза. Вот нельзя. И опять же, так сказать, вот мое понимание этого, так сказать, и это тоже единение всех, понимаете? Если такое разрешить, я могу это там вспомнить на 10-й день, занимался теоремой, ну ничего страшного, так сказать, кто-то вспомнит на 5-й день, но это полностью, так сказать, разобщенность пойдет, и каждый начнет у себя, так сказать, там сначала дома устанавливать, ну, эти, как бы сказать, послабления, да, а потом это уже разнесется, ну, как зараза, так сказать, по всему этому самому сообществу, и каждый начнет делать, как он хочет. Поэтому, конечно же, непрерывность ритуала — это тоже некоторое средство единения народа, да. Да. И вот следующая вещь, которая я вот тоже, это, вот эту, как бы сказать, тоже я давно об этом думал. Вот смотрите, Коэн, который, так сказать, смотрел, как сжигают корову и только что покропил этой самой кровью, да, и он нечист. А потом все другие тоже нечисты. Ну, вот кто там кропил, кого кропили там и так далее. И вот у меня возникает такая возникла мысль. Ну, правда, про других я даже не думал, так сказать, я про Коэна думал, а что вот, что он, этот человек, сделал, что вдруг стал нечист. А вот знаете, это что такое, Ребя? Вот на мой взгляд, это, как бы это сказать, м, м, некоторое выравнивание людей, понимаете? Выравнивание в каком смысле? Что даже, так сказать, первосвященник, он тоже, как и самый простой человек, понимаете? Вот он, вот он пришел, участвовал в этом ритуале, он так же нечист, как и я, понимаете? И он должен пройти те же самые процедуры, как и я, который... И вот тогда вот, сегодня я слушал вот эту вашу лекцию, я подумал, опять же, тот, кто кропит, да, казалось бы, обмакнул и соп, побрызгал, так сказать, что он такого сделал. Опять же, понятное же дело, что вот это, а, как бы сказать, эту процедуру не делал кто попал, но делали самые уважаемые, главы семейств, наверное, и так далее. И это тоже подчеркивало, что все равны. Ну, я не знаю, можно ли сказать, все равны в смысле там коммунистического, так сказать, этого самой идеологии, а вот равны в том смысле, что перед Богом все равны, понимаете? Нет здесь бедного и убогого, и нет здесь Коэна и, там, и так далее, и великого. Понимаете, вот это тоже, вот, мне кажется, здесь выравнивание, ну, опять же, слово выравнивание здесь неверное слово, так сказать, но просто подчеркнуть, что все мы под Богом одинаково, так сказать, кто-то не выше, так сказать, в глазах Бога, чем кто-то другой. Вот эта логика может. Да, такое ощущение, что у нас нет, у нас есть уважение, у нас есть обязанности у каждого. Мы так разделили, вот священники это делают, там царь это делает, водовоз это делает, и все стояли и слушали вот речь Моше от Эмнецавим. Мы говорим о том, что вот вы сейчас стоите, и перечисляются все. И что у нас нет иерархии, вот вверх-вниз. Такое ощущение, что все евреи перед Богом — это скорее каталог. Мы все в нем вот так стоим, и он перебирает нас не сверху вниз и не снизу вверх, а вот рядышком, и мы все стоим с точки зрения ритуальной чистоты, все одинаково подвержены, это правда. Да, и Вот вот это ощущение, это, да, это очень логика, важно. логика, так сказать, что нету привилегированных, понимаете? Вот Очень важно. это вот как в христианстве, в католицизме, так сказать, там папа, наместник Бога, там все. Нету этого. Все одинаковы, так сказать. Хотя бы вот в один день в году все одинаковы, так сказать. А Господь уже с каждым разберется по делам его, как Да, говорится. да, Да. да, очень важно. Вот. Единство и равенство, это правда. Ну, да, да.